Как похудеть, если у вас реально снижен метаболизм? Это касается людей после 30 лет, женщин после родов, людей с инсулинорезистентностью, с какими-то гормональными сбоями. Если вы пытаетесь постранять, похудеть и делаете все возможное, что раньше работало в молодости, в лет 25, допустим, вы могли сбросить таким-то образом 3-5 килограмм, а теперь это сделать невозможно, то, конечно же, мы все думаем о том, что это заниженный, замедленный метаболизм. И раньше вы могли есть на ночь, гулять всю ночь, танцевать, пить вино, и все это было великолепно, все у вас ходило, а теперь вы этого делать не можете. Женщины 40+ точно так же считают, если они пребывают в предклиматическом периоде. Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония и счастье через осознанное питание». Сегодня мы с вами именно поговорим о замедленном метаболизме и разберем все причины, что этому способствует. Оставайтесь со мной до конца, и начинаем. 14 октября 2025 года в Копенгагене проходил Международный конгресс здоровья, на котором мы обсуждали ровно 2 дня тему замедленного метаболизма. И, о эврика, кто только не делал эти исследования научные: эндокринологи, кардиологи, гастроэнтерологи, в общем, очень огромное количество специалистов защитило уже кандидатские, докторские степени, и все сошлись на одном. Если у вас нет проблем с щитовидной железой и нет такого диагноза, поставленного, заключенного врачом после всех исследований, который называется замедленный обмен веществ или же наоборот ускоренный обмен веществ, этим пациентам необходимы лекарства, гормоны пожизненно. Если у вас нет такого диагноза, то замедленный метаболизм начинается после 65 лет, и он замедляется, дорогие мои, на 0,7%. И вы представляете себе, что это уже с восклицательным знаком подтверждено наукой. Давайте теперь подумаем и разберемся, так что же способствует вот этому самому противному набору веса. Действительно, после 40-45 лет есть тенденция к набору веса. Но почему же это все происходит? А происходит это все только из-за того, что после 30 лет мы начинаем терять мышечную массу. То есть вот эти самые мышечные волокна, они как бы теряются, если мы с вами ведем очень такой спокойный образ жизни. Извините, мышечная масса теряется, но чем-то же она должна восполняться. И вы представляете, что это самое пустое место восполняется, к сожалению, жировой массой. И если вы даже в свои 60 лет весите ровно столько же, сколько вы весили в 35 лет, к примеру, нормальный вес 65 килограмм, или 60 или 70 килограмм, то если вы проверите состав своего тела, к примеру, на умных весах, то они вам покажут процент мышечной массы и жировой массы. И, к сожалению, после 45 лет, или уже начинается это после 30, мы теряем мышечную массу, и она восполняется этой самой жировой массой. Мышечной массы мало, соответственно, белка в нашем организме также мало. С возрастом, к сожалению, мы потребляем меньше белка, мышечной массы мало, соответственно, мы потребляем мало белка. Мало белка в нашем организме становится. И с возрастом, к сожалению, мы приобретаем множество различных заболеваний желудочно-кишечным трактом. Это холециститы, это гастриты, панкреатиты. Нас организм хуже начинает всасывать и переваривать нашу пищу. И с возрастом, если вы заметите и посмотрите на наших мам, пап, бабушек, дедушек, пожилые люди, они
теряют аппетит, они не хотят кушать что-либо, особенно мясо, их тянет на что-нибудь такое сладенькое, на быстрые углеводики, и целый день они пьют сладкий чай с какими-то печенюшками или бубликами. Малоподвижный образ жизни еще больше усиливает набор вот этой самой жировой массы. И даже у человека с нормальным весом 65-70 килограмм жировой массы становится столько, что она вызывает различные воспалительные процессы в нашем организме. И они повреждают наши сосуды, у нас растет холестерин и все возможные побочные явления. Нас вот эти самые вещества стимулируют к желанию потреблять больше сахаров, мучного. Мы начинаем болеть, и все это происходит из-за того, что наша жировая клетка начинает работать как гормональный завод, который приводит к инсулинорезистентности и ко всем остальным заболеваниям. И все это замедляет наш метаболизм. Так что же нам с вами делать? Кто в этом виноват? Наш замедленный метаболизм или же, давайте разберемся. Правильно. Все ведет к тому, что мы набираем вес, это прежде всего малоподвижный образ жизни, это наше неправильное питание, это наши давно сформированные неправильные привычки и переизбыток калорий, который ведет к набору нашей жировой массы. То есть какие мы можем сделать выводы? Вся проблема с заторможенным метаболизмом сводится просто-напросто к нашим неправильным привычкам, плохому образу жизни и малоподвижному образу жизни. Все. Еще почему нам кажется, что наш метаболизм как-то замедляется? Потому что, естественно, с возрастом мы теряем, знаете, вот эту остроту мышления, наша память ухудшается, мы теряем способность к принятию вот таких быстрых решений, как это мы делали в молодости. И что этому способствует? Прежде всего, опять же, неправильный образ жизни, плохие привычки, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, все сводится к одному. И, естественно, к Альцгеймеру. А что нас к этому ведет? Вот это самое неправильное питание. Это переизбыток быстрых углеводов. Это то, что мы с вами едим, так называемые продукты, которые сделаны полуфабрикатами, которые быстрого приготовления, это колбасы, копчености, всевозможные вот эти вот продукты, фастфуды, это все ведет к этим самым вышеперечисленным болезням и, естественно, к замедленному метаболизму. Ну, и так что же нам с вами со всем этим делать для того, чтобы разогнать наш метаболизм? Дорогие мои, прежде всего, нам ни в коем случае нельзя сокращать процент белка в нашем рационе. Мы должны есть белок в каждом приеме пищи. Завтрак, обед, ужин. Он может быть в виде яиц, птицы, мяса, рыбы, творога, бобовых всевозможных. То есть нужно потреблять. Я ниже под этим видео обязательно напишу, сколько грамм белка, но нам нужно на каждый килограмм нашего веса. Я вам сделаю такую табличку, так что смотрите под этим видео. Если наш вес стоит просто вот колом, это называется эффект Плата, и никак не сдвигается, и мы теряем мотивацию и так далее, то я вам посоветую сделать один раз в неделю белково-овощной день. То есть мы не едим никакие углеводы, даже наши полезные углеводы, нужные, долгие углеводы в этот день. Но опять же предупреждаю вас, один раз в неделю и не чаще, такой вот разгрузочный день, который вам поможет сдвинуться с мертвой точки. И ваш вес уйдет в минус на 700 грамм или же на даже килограмм у некоторых. Наша физическая активность. Дорогие мои, введите себе какие-то привычки. Допустим, вы чистите зубы, поднимайтесь на носочках 20 раз или 30 раз, сколько вы там чистите свои зубы. Это уже какая-то активность. Если вы сидите за компьютером и работаете целый день, хотя бы раз
в час вы должны встать и присесть сколько-то раз. Вот мои лайфхаки. Когда я веду онлайн-консультации, я хожу с телефоном. Я не сижу, заметьте, на софе или на диване. Я хожу. И только когда мне нужно сделать какие-то заметки, я могу, опять же, присесть к компьютеру и все. А так я нахаживаю за день неимоверное количество шагов. Даже не буду вас пугать. Потом, к примеру, я ставлю чайник утром для того, чтобы сделать себе 1 стакан теплой воды перед завтраком. И пока чайник закипает, я приседаю. У меня получается, раз 50-60 раз я могу, присесть. Но опять же, вы можете все что угодно для себя придумать, то, что вы любите. Естественно, нужно выходить на свежий воздух, дышать свежим воздухом и наслаждаться природой, вот этими запахами. Пока вы будете ходить, можно даже послушать какой-то полезный, я не знаю, подкаст или какую-то лекцию. Это будет еще как бы с пользой, да. Вы гуляете и учитесь, познаете что-то новое. В общем, движение, движение и движение. Если, к примеру, ваш вес 80 килограмм, и вы потребляете в течение дня 2300 калорий, это как бы ваш нормальный калораж в течение дня, и вы стабильно держите этот вес, но вы решили вдруг постройнеть немножечко, то вам нужно будет хотя бы отминусовать 500 калорий. Друзья, я категорически против подсчета вот этих всех калорий, взвешивания еды и так далее. Но для этого эксперимента можете посчитать калории. Есть миллион разных приложений. Просто хотя бы в течение недели, чтобы вы понимали, а вдруг вы где-то переедаете. А естественно, если вы съедаете больше калорийности, чем потребляете в течение дня, то вес будет расти. Поэтому понаблюдайте за собой недельку, что, как вы едите. Еще лучший вариант, если вы будете даже фотографировать вашу еду, все, что вы едите. Орешек положили, сфотографировали орешек. Завтрак съели, сделали фотографию перед тем, как приступили к завтраку. Обед, ужин, и все, зачем тянется рука, все мы фотографируем. И потом к вечеру вам будет тоже удивительно некоторым узнать, что вы, оказывается, съели гораздо больше, чем вы думали об этом. Внимание! Очень и очень важно. Если вы снижаете калорийность, то ваша калорийность ни в коем случае не должна быть меньше, чем 1200 калорий в день, а то и больше, 1300 можно даже так взять. Иначе ваш организм не будет дополучать микро-макронутриентов, всяких минералов, витаминов, всяких полезных веществ для того, чтобы ваша гормональная система работала хорошо, вы чувствовали себя прекрасно, и все ваши жизненные системы работали в порядке. Поэтому ни в коем случае нельзя опускаться ниже калорийности на 1200 калорий в день. Лучше 1300. Ну, а теперь давайте подведем итоги. Какой же вывод? Что же нам с вами делать для того, чтобы и 50+, и 60+, как я, были в форме? Дорогие мои, конечно же, нам нельзя уменьшать белок. Нам нужно следить за тем, чтобы мы потребляли в течение дня нужное количество белка для нашего организма, потому как за счет белка строится все. Это кирпичики нашего организма. Это вся наша мышечная масса. Гуляем на воздухе, делаем приседания на носочках, поднимаемся. Все это я уже перечислила, не буду повторять. Ну и второе, что я вам советую, дорогие мои, на этом моем канале более 60 разных видео о похудении, о метаболизме, о диабете, преддиабете, обо всем похудении, в конце концов, марафон бесплатный, где я рассказываю в течение 10 дней, показываю, что я ем, как я готовлю, как я двигаюсь, что я покупаю в кафе. Это все абсолютно снято и находится именно на этом канале Виктория Андерсон Nordic Balance. Смотрите и бесплатно совершенно пользуйтесь моими советами и худейте, стройнейте и здоровейте. Помните, мои дорогие, что все болезни, они исходят
из нашего лишнего веса, который приводит к ужасным последствиям. Будьте все здоровы, живите мирно и будьте счастливы. Надеюсь, это видео было полезным для вас. И оставляйте комментарии, какие у вас, может быть, есть секретики, как вы держите себя в форме. Мне очень будет интересно все это почитать. И до новых встреч, до новых познавательных видео. С вами была любящая вас Виктория. Пока.